Салют, друзья! С вами Армен, это гид гитарного звука, и в этом эпизоде вас ожидает обзор обновленного модельного ряда от компании Strymon. Поехали! В конце июня 2022 года компания Strymon анонсировала выпуск 6 модернизированных версий, пожалуй, одних из самых продаваемых педалей на рынке, а именно Deco, El Capistan, Flint, Dig, Lex и Blue Sky. По каждой из новинок я сделаю отдельное подробное видео с примерами звучания в будущем, а пока рассмотрим общие отличия серии V2 от своих предшественников. Главным отличием новинок можно с уверенностью назвать новый ARM-чип Superscalar. В отличие от своего предшественника Shark DSP, он построен по той же технологии, что и новейшие процессоры в мобильных телефонах и ноутбуках. Другими словами, он более производительный, но вместе с тем потребляет меньше энергии. Увеличение вычислительной мощности означает более детальную проработку нюансов звучания выбранного эффекта, что очень круто. Все новые педали, кроме Flint, получили дополнительные регуляторы для более интуитивного управления эффектами. Одна из распространенных проблем первой версии педалей состояла в том, что многие пользователи просто не знали о существовании вторичных функций, для получения доступа к которым нужно было нажать и удерживать фут-свитч, так как узнать о них можно было только из инструкций по эксплуатации, которые, если быть честными, мы особо и не читаем. Теперь же некоторые из этих функций вынесены на добавленные регуляторы, но подробнее об этом чуть позже. Входные секции новинок оборудованы JFET транзисторами, оптимизирующими сигнал для взаимодействия с аналого-цифровыми преобразователями, после которых он проходит обработку. Это отличная новость для любителей использовать эффекты после перегрузов, так как обновление позволит сохранить динамику и отклик исходного сигнала. Как и предшественники, новые педали оснащены ТРС-входом, позволяющим при помощи Y-образного кабеля заводить не только моно, но и стереосигнал. Однако раньше для переключения режима работы входа нужно было разобрать педаль и перекинуть в специальный внутренний переключатель. И это очень неудобно. Если, например, в студии вы используете педаль в стерео, а на концертах в моно, вам постоянно приходилось бы собирать и разбирать педаль для переключения режима. Теперь же для этого есть мини-свитч на задней панели, что гораздо удобнее для повседневного использования. Также обновленные версии получили TRS MIDI разъем на задней панели для управления эффектом и синхронизации времени. Теперь при помощи MIDI контроллера можно будет сохранять и использовать до 300 пресетов для каждой педали. А если для определенной композиции вам нужны несколько эффектов, синхронизированные по темпу, теперь это тоже возможно. И как и раньше, в этот разъем можно подключать переключатели Strymon. Также на задней панели педали появился разъем USB-C. Он позволяет не только обновлять прошивку, но и подключать педаль к вашей DAW и использовать ее через MIDI. Стоит отметить, что был анонсирован выпуск приложения, которое в будущем позволит управлять всеми параметрами педали с компьютера и сохранять удачные настройки в пресеты. Далее тезисно пройдемся по улучшениям каждой педали в отдельности. В Deco V2 добавили регулятор Tone в секции сатурации, который позволяет определить яркость обработанного сигнала, и новый алгоритм под названием Cassette, основанный на схеме лимитера из high-end записывающих устройств для кассет, обладающих уникальным характером звучания. В El Capistan добавили регулятор Spring, который выносит управление ревером из вторичных настроек на передний план. И теперь ручки Mix и Spring работают независимо друг от друга, то есть ревер можно использовать отдельно от дилея, если потребуется, чего раньше El Capistan не умел. Обновленный Flint получил увеличенное время скорости тремоло, теперь оно может быть гораздо медленнее, чем в первой версии, и возможность регулировать параметр pre-delay. В Dig V2 добавили регулятор Tone, позволяющий определить яркость повторений и таким образом делать их более очевидными или едва заметными. Lex V2 получил новый переключатель положения микрофонов, обязательно послушаем, как он работает в отдельном видео по этой педали.
Обновленный регулятор Speed, теперь он определяет скорость для каждого из режимов, а не только для Fast, как раньше. Новый регулятор Dry, который позволяет подмешивать необработанный сигнал. Это одна из моих любимых функций, на мой взгляд, она очень музыкальная. И новый регулятор Volume, который теперь работает в связке с Preamp Drive для получения желаемых степени перегруза и выходной громкости. И, наконец, новый Blue Sky получил регулятор Shimmer для более удобного управления эффектом, возможность добавить модуляцию к любому из трех алгоритмов. Все три алгоритма были обновлены и доработаны, а в режиме Spring регулятор Shimmer добавляет призвук на октаву ниже оригинала, а не выше, как в предшественнике. И в заключении хочу отметить, что компания Strymon проделала огромную работу по доработке и обновлению линейки эффектов, и за это им большое спасибо. Появление модели V2, на мой взгляд, позволит не только интегрировать полюбившиеся эффекты в сложные борды с MIDI управлением и лучше передать нюансы перегруженного звучания, но и сделает оригинальные V1 более доступными на вторичном рынке для тех, кому добавленный функционал не особо интересен. Лично мне обновления показались очень значимыми, и если раньше я не рассматривал покупку Deco, Lex и El Capistan, то теперь наоборот не вижу возможности их не приобрести. А если вам интересно попробовать новинки самостоятельно, обязательно загляните в DMTR Pedal Shop и послушайте их вживую. Выражаю благодарность ребятам за предоставление педалей для обзора. Ссылки с подробным описанием и возможностью заказать новинки можно найти под видео. А на сегодня на этом все. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, буду рад ответить. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца, и до новых встреч в кривом эфире. Пока! Компания Strymon анонсировала выпуск 6 модернизированных. Еще дубль сделаем. Так как узнать о них можно было только из обструкции. Входные секции новинок оборудованы JFET транзисторами, И это одна из моих любимых функций, на мой взгляд, она очень...